Добрый день, меня зовут Сергей Витищенко. Записываю это видео про ситуацию о сварочном рынке в России, да и в мире в это время. Сейчас сегодня 11 марта 2022 года. Мы знаем то, что вы уже видели, из России ушло куча различных брендов европейских, американских. Я сейчас не говорю не про сварку, вообще мировых брендов, там Икея, Макдональдс, всякие автомобили, самолеты там, и так далее. Но видео и тема, а что же будет со сваркой-то в России, как же с брендами? Ситуация следующая. Так как у меня много знакомых различных директоров крупных компаний, там, руководителей и так далее, я многим позвонил, написал, спросил у них, они уже взаимодействуют, общаются с поставщиками и пришел от них ответ. Опять же, я сейчас говорю не свое мнение, а что мне сказали мои знакомые и руководители крупных компаний и фирм в России по поставкам, по продажам сварочного оборудования. Первое, что бренд Чибора и бренд Чия, итальянские два бренда, продолжают работать, все нормально, никаких изменений нет. Второе, что мне сказали, опять же, это сейчас слухи, я сейчас говорю, это не мои слова, а что мне говорят мои знакомые. Бренд ESAB, бренд Kempe, бренд 3M. Сначала ESAB и Kempe уходят из России, должны на днях скоро сделать там якобы официальное сообщение. Ну, опять же, возможно, это слухи, никто не знает. ESAB принадлежит американцам, мы прекрасно понимаем, знаем. Kempe принадлежит Финляндии. Дело в том, что рынок сварочного оборудования Kempe в Европе-то вообще мало кто знает про Kempe. И основной рынок, куда они поставляют оборудование, это Россия. И Россия страна номер один по поставкам сварочного оборудования Kempe вообще. То есть остальные страны, как бы если Kempe уйдет из России, то от Kempe-то, грубо говоря, ничего не останется. В общем, по слухам, якобы они уходят. Опять же, это слухи, я точно не знаю, это говорят мои знакомые. В конце видео я скажу там более точную информацию, которой я уже владею. Такие бренды, как 3M, это различные СИЗы, маски, это круги, да все подряд. И Uptrail пока взяли паузу, ждут конца следующей недели, потому что в мире все очень быстро происходит. И такой еще бренд, как Abicor Binzel, это горелки, германские хорошего уровня. Тоже пока взяли паузу и ждут конца следующей недели. Уйдут, не уйдут, неизвестно. Бренд EVM вроде бы тоже уходит. Опять же, это, возможно, слух. Нужно подождать, там, не знаю, недельку-две, потому что сейчас события и новости очень-очень быстро развиваются. Никто точно не говорит. Ну, по слухам, бренд EVM уходит из России. Дальше. Что еще? Ну, курс доллара вырос, это понятно. Курс рубля... Даже я бы сказал правильно, курс доллара и курс юаня остался на одном и том же месте. А вот курс рубля рухнул прям ниже некуда. И теперь оборудование европейское, которое раньше там стоило, не знаю, 500 тысяч рублей полуавтомат, теперь это будет 1 000 000 рублей стоить. То есть для нас, для простых жителей, простых потребителей России, ничего хорошего, естественно, в этом нету. И просто европейское сварочное оборудование, которое останутся эти бренды, они подорожают в 2 раза. Потому что курс евро, курс доллара из-за курсовой разницы. Еще хотел сказать про конкретный пример. Допустим, это бренд Everlast. Это зелененькие такие аппараты. Вы видели, наверное, 2 недели назад была цена одна, сейчас цена совершенно другая. То есть разница в 2 раза. Это все из-за курсовых разниц. Что еще рассказать? Дело в том, что сейчас очень быстро все меняется. Приведу конкретный пример, как бренд Toyota и Lexus объявили о своем уходе. Прошел 21 час, они объявили то, что теперь возвращаются. В общем, сейчас никто ничего толком пока сказать не может. И много информации прояснится к концу следующей недели. В числах 16-17 марта уже будет гораздо больше информации. То, что мы теперь будем покупать, и простые потребители, и сварочные компании в России, больше оборудования в Китае, это само собой разумеющееся. Про Китай хотел сказать. То, что в России сейчас уже много фирм, которые ставят роботы хорошего качества, которые ставят автоматизацию, которые ставят различные ЧПУшки, оборудование хорошего качества из Китая. То есть теперь, естественно, доля Китая будет гораздо больше в России. Только единственное то, что цена на оборудование китайское увеличится. Все из-за курса рубля, потому что он очень сильно упал. Что еще хотел сказать про тех людей, которые говорят, то, что вот вчера была цена там, за аппарат 100 тысяч рублей, сегодня цена за аппарат 200 тысяч рублей, навариваются спекулянты. Эти люди инфантильно подходят к бизнесу, они не знают, наверное, что такое бизнес. Бизнес это для того, чтобы он создан для того, чтобы получать прибыль. И когда поднимается цена
цена нужна для закупки следующей партии. Невозможно сейчас продать все оборудование там, по старой цене, тогда у тебя элементарно не будет денег на новую партию оборудования. То, что сейчас различные бренды, не только в сварке, там и автомобили, и самолеты, и техники, поднимают цену с точки зрения бизнеса и выживания бизнеса, это нормально. Никакой спекуляции в этом нет. Никто там не получает сверхприбыль там 300%. Забудьте про это. Об этом люди говорят, которые не знают, что такое бизнес, которые ни разу в жизни ничего не продавали, не работали там с Китаем, с Европой. Они не понимают всю эту цепочку поставок. Сначала нужно сделать заказ, сделать предоплату, курс юаня, либо если вы работаете напрямую по юаню, либо курс доллара, он вырос, совершенно другая сумма уже. В общем, то, что цены на оборудование подрастают, это нормально, тут ничего такого нет. Что еще хотел сказать? То, что как же российское сварочное оборудование? Дело в том, что в России есть около 5 заводов по сварочному оборудованию. Но эти заводы, они очень-очень маленькие, там, не знаю, на каждом заводе по 30 человек. Естественно, объемы, которые нужны России по сварочному оборудованию, они элементарно не смогут прокачать. Тем более у нас очень большая доля запчастей, чипов, процессоров, комплектующих идут из Китая. А отечественного своего чего-то, ну, если честно, то мало. И эти вот 5 заводов, которые там по 25-50 человек в каждом заводе, они маленькую роль всего играют. Конечно же, там нужно возрождать производство сварочного оборудования в России. Но пока не знаю, что будет. Единственное, что знаю, то что и могу сразу же сказать, там, не знаю, допустим, если сравнить завод в России по сварочному оборудованию из там 25-50 человек, и завод в Китае, там 1500 человек, такие заводы крупные в Китае, как там Хугонг, Джасик, ВТЛ, и весь завод в Китае, вот полностью он роботизирован, автоматизирован, там все мировые стандарты качества, сборки и так далее. То есть заводы в Китае это вообще это гиганты по 1500 человек. И у нас 25 человек, ручной труд. Никакой автоматизации, ничего нету. Естественно, наши заводы, наши бренды по сварочному оборудованию. Кстати, я сниму видео отдельное про 5 самых крупных заводов в России по сварочному оборудованию. Что они могут, какое у них оборудование есть, какие у них технологии есть. Да и в принципе и все, наверное. Самое важное, что хотел сказать в этом видео, то что ситуация очень быстро меняется. То, что мы теперь перейдем во многом на китайское сварочное оборудование, ну мы и до этого приобретали китайское оборудование, просто его теперь станет больше. То, что европейского оборудования и американского станет меньше, это естественно. То, что скорее всего Lincoln Electric, американцы, Miller уйдут с рынка России из-за санкций различных, скорее всего, возможно и так, и SAP скорее всего тоже уйдет же окончательно. То, что пока еще ничего не понятно и все слухи, которые могут быть сегодня одно, завтра второе, это тоже верно. Будем ждать, я думаю, в конце следующей недели появится гораздо больше информации, которую можно уже предоставлять, пользоваться там и так далее. Я надеюсь, что естественно, такие бренды, как я уже перечислил, там Abicor, Binzel 3M, Uptrail, там ESAP, Kempi, конечно, я бы хотел, чтобы они остались, но мировая политика, геополитика, там экономика, санкции, это другое. Ладно, всем большое спасибо. В конце следующей недели я запишу еще одно видео, опять же, по новостям, что сейчас известно конкретно про те бренды, кто остается, а кто уходит. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. До свидания.